Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY, и сегодня хочу показать вам нетипичные для моего канала работы. Как вы знаете, я выпустила уже довольно много видео по созданию ангелочков, но все они были такие, можно сказать, мультяшные. Ну а сегодня мне захотелось сделать ангелов или купидонов в таком более классическом исполнении. Мне очень не терпелось использовать вот этот молд, заказанный на AliExpress. Заполнять его буду ватой, пропитанной разбавленным ПВА. Для основы крыльев взяла пенопластовую заготовку сердца, оклеила ее сначала бумажными салфетками, а затем тонким слоем ваты. А если до приклеивания промазать форму жирным кремом, то легче будет снять эту заготовку папье-маше. И на перьях также срезаю все лишнее, чтобы у них получился более четкий контур. Начинаю приклеивать снизу вверх с более мелких перьев. Всего у меня получилось 2 ряда мелких и 2 ряда крупных перьев. Теперь сердце нужно разделить на 2 крыла. Вырезаю серединку прямо по очертанию перьев. Кстати, забыла обратить ваше внимание на то, что заготовки должны быть полностью сухими, иначе они просто не будут держаться на термоклее. Личико сохнет, конечно, намного дольше, чем перья, за счет того, что молд более глубокий. Но после полного высыхания также без труда достается из формы. Кудряшки делаю из тонкого пласта ваты, пропитанного разбавленным ПВА. Пока вата еще мокрая, сминаю ее и приклеиваю к голове. Сначала сделала один слой прически, высушила заготовку на батарее и приклеила к крыльям. А затем добавила нужный объем и снова высушила заготовку. У меня совсем небольшой опыт работы с ватой, но мне кажется, что я поняла основной принцип изготовления ватных игрушек. Чем чаще вы будете просушивать свою заготовку, тем аккуратнее в итоге получится работа. Окрашиваю светло-бежевой акриловой краской. Я немного разбавила водой, чтобы как следует прокрасить весь рельеф. А после высыхания подчеркиваю его более светлым оттенком. После этого добавляю акценты золотистой краской, также в технике сухой кисти. Покрыла акриловым матовым лаком, но этого можно было и не делать, так как краска и так создает защитный слой на вате, который сможет защитить ее от загрязнений. Осталось только проколоть отверстие и вклеить веревочку для подвешивания. Второе изделие, которое я хочу вам сегодня показать, панно в винтажном стиле. Обвожу овальную тарелочку, а для того, чтобы сделать рамку, отступаю от края по 2 сантиметра. Вырезала 3 таких одинаковых заготовки. И на 2 деталях нужно вырезать внутреннюю часть, чтобы получилась рамка. Склеивать ее буду из 2 слоев, чтобы придать объема. А для того, чтобы закрыть некрасивые срезы картона,
Нужно оклеить торцы бумагой. Основу панно заклеиваю обрывками страниц старой книги. Склеиваю детали между собой и снова оклеиваю торцы. Елочные бусы приклеила на столярный ПВА. Он более густой, чем обычный строительный, и держать будет намного крепче. Создаю фактуру акриловой шпаклевкой и оставляю ее сушиться. С помощью того же молда личика сделала слепок, но на этот раз использовала воздушный пластилин. Прическу делаю из небольших шариков приблизительно одного размера. И в хаотичном порядке прокалываю их палочкой. Для крыльев можно было бы снова использовать молд с перьями, но я понимаю, что такой молд есть не у каждого, поэтому покажу, как просто можно сделать имитацию перьев. Приклеиваю мелкие кружки пластилина и вытягиваю их палочкой. Если у вас нет специального инструмента, то удобнее всего использовать зубочистку или пластиковый стек из набора воздушного пластилина. Внешний край можно украсить кружевной тесьмой или косичкой, сплетенной из пряжи. Мне хочется сильнее выделить рельеф, чем в предыдущей работе, поэтому грунтую панно сначала черным цветом и кое-где добавляю темно-коричневый. Объемным контуром можно добавить надпись или какой-нибудь другой рисунок. Фон я немного протерла влажной тряпочкой, чтобы убрать излишки краски. Окрашивать снова буду в технике сухой кисти, сначала бежевым цветом, а затем белым, чтобы сильнее высветлить рельеф. А так как чисто белый цвет не очень-то вписывается в винтажную стилистику, сверху припыляю его слоновой костью. Можно было бы сделать это панно более светлым, не таким состаренным, но и тогда рельеф был бы менее заметен. Но так как я не собираюсь использовать его в повседневном декоре, а сделала его в качестве фона для предметных фотографий. Оно будет стоять на заднем плане другого декора, и менее заметный рельеф просто бы сливался и превращался в трудноразличимое белое пятно. И еще хочу показать вам переделку вот таких купидончиков.
С них, собственно говоря, все и началось. Купила их на распродаже елочных игрушек после Нового года в магазине Ева. Сделаны они не очень качественно. Как и у большинства китайских игрушек, у них есть очень заметная спайка по краям, которую можно зачистить наждачной бумагой или пилочкой для ногтей. Фигурки полые внутри, поэтому вовнутрь можно вставить каркас из проволоки. Скрученную проволоку оклеиваю ватой по такому же принципу, как делала кудри первому ангелу. И получившееся облачко можно отправлять на батарею. Второго купидона приклеиваю на кольцо. У меня это просто срезанный фольгированный бортик от пачки Pringles. Я его буду оклеивать листьями из воздушного пластилина, которые отпечатываю на рельефной корзинке. Приклеиваю их на ПВА, так получится аккуратнее, чем на термоклей. Ведь ПВА будет практически незаметен после высыхания. Подобного рода фигурки, на мой взгляд, смотрятся особенно хорошо вот в таком состаренном стиле. Поэтому снова начинаю красить с самого темного цвета. А более светлые оттенки буду наносить уже в технике сухой кисти. В самом конце добавляю блики золотистым цветом. И ангелочки полностью готовы. Осталось только вклеить петельку для подвешивания. Этими подвесками я планирую украшать елку. Думаю, за счет своего нейтрального цвета они хорошо будут гармонировать с другими елочными игрушками. Несмотря на то, что своей сегодняшней работой я очень довольна. Мне было очень интересно поработать в новом для себя стиле. Такие классические ангелы просто не вписываются в интерьер моей квартиры для повседневного декора. Ну а выпустила я это видео накануне 14 февраля, потому что ангелы и сердечки неотъемлемые атрибуты этого праздника. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео было для вас интересным и полезным. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!